Да-да-да-да, мы игровики. Много вопросов задают по поводу того, где и как найти ресурсы на планете Протеус 2 вселенной Осирис Нью Даун. Я сейчас покажу, как быстро и просто это сделать. Значит, у нас, ко всему прочему, из девайсов есть вот такой вот замечательный приборчик. Называется он радар-сканер. Обязательное условие, чтобы он находился в руках. И еще у нас есть вот такая карта. Между прочим, ее можно приближать, отдалять. Вот двигать нельзя. Значит, все ресурсы в игре делятся на определенные категории. Это fabricated, это постройки, разрушенные транспортные средства, low density, medium density, я говорю, density, medium density, high density и ultra dense. И, соответственно, в каждом разделе есть свои определенные минералы. И они, каждый имеет свой определенный цвет. Вот, если мы посмотрим, то выглядит это все примерно вот так. Так вот же, как пользоваться этим ручным, собственно, сканером. Взяли его в руки. Вот он у нас на данный момент находится в руках. И правая либо левая кнопка мыши выбирает именно категорию. Вот сейчас Fabricated объект в левом верхнем углу вот появилась. Это постройки. Дальше. Low Density Minerals. И мы видим, на карте появились желтенькие точки. И если мы посмотрим на эту карту, то мы видим, что желтеньким кружочком в разделе Low Density обозначается сульфур. Она же сера. Вот. Как-то так. И все, что находится в пределах радиуса нашего ручного сканера, он будет показывать. Если ничего, ни одной точки нет, это означает только одно. Значит, в радиусе действия сканера нет никаких ресурсов. Вот то же самое может произойти, если мы выберем Ultra Dense. То есть мы видим, зелененькие кружочки подсветились, и у нас это ураниум. Он же уран. Смотрим. Вот они, эти зеленые кружочки. И вот впереди, пожалуйста, валом урана. Вот подходим и видим. Самый, что ни на есть, уранистый уран из всех возможных. Вот можно добыть преспокойненько. Так, то же самое у нас и с серой. Вот если мы заново переключимся. Ага, переключимся. Кто-то нас тут хочет домотаться. Бамс. Бамс. О, у одного даже получилось. Что-то вас сразу откуда-то столько много наползло. Да умришь ты. Его, по-моему, киркой легче было замотать. Ну да ладно. Вот что мы и видим. Так, немножечко нам подлечиться. Ага, так-то лучше. И мы видим, что это сульфур, это сера. Вот он прекраснейшим образом, значит, и ее нам и показывает. Вот, желтенькие, то есть и тут сера, и там сера. И, пожалуйста, можно смело добывать нужный ресурс. То же самое мы увидим и на вот этой карте. Вот. Но они становятся белыми, когда уже найдены. И они здесь видны. Так, по этому поводу рассказал. Это про ручной сканер. А сейчас немножко глубже расскажу и покажу. Рано или поздно наступит тот момент, когда у вас будет достаточно ресурсов, чтобы вот в разделе постройки собрать вот этот большой радар. Вот так он выглядит. Вот что для него, собственно, и нужно. С этим радаром
жизнь значительно упрощается. И в принципе уже не нужен будет ручной сканер, так как вот мы видим, на карте уже отмечаются ресурсы. И вот он, кстати, наверху здесь стоит. И ресурсы автоматом подсвечиваются в зоне действия вот этого огромного радара. Вот. Как это все выглядит. Причем у этого радара значительно больше радиус. Вот если мы посмотрим на карту, вот здесь пока мы не видим ничего. Но вот желтенькая уже точечка, вот зелененький. То есть все, что попадает в радиус этого радара, у нас также будет подсвечиваться. Мы можем в этом даже убедиться. Немножечко прогуляемся по планете. Опять твари. И я хочу показать, где заканчивается зона действия, радиус этого радара. И вот, как видите, у меня уже не в руках нет этого сканера ручного. Он, в принципе, уже не нужен. Вот, допустим, остановимся здесь. Мы видим железо, да? И вот показывается нам как раз таки железо. Вот мы выбрали Medium Density, и вся карта усеяна минералами из этой категории. То же самое выбираем Low Density, Magnesium. Мы видим, где его искать, и преспокойненько можем пойти и все собрать. Кстати, радиус радара вот также виден, отмечен на карте. Ну что ж, надеюсь, было полезно. В заключении хочу сказать еще, есть одна менюшка. Здесь, значит, собраны все виды растений, животных. Кстати, Moon Mantis это с планеты Лутари. Вот. И также здесь есть минералы, вот все имеющиеся. 2 ячейки пустые. На Proteus 2 нет таких минералов, и за ними нужно лететь, собирать на другую планету. Надеюсь, всем все понятно. Пока-пока.